Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем делать кофейную турку на основе пластиковой бутылки. Вместо пластиковой бутылки можно применить пеноплекс или пенопласт, вырезав из них заготовку в форме турки. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Небольшая пластиковая бутылка в форме песочных часов, кофейные зерна, шпагат, ножницы, карандаш, гофрокартон, бумага, готовая рама с основой. Как сделать такую раму, ссылку я оставлю в описании под видео. Если вы не хотите делать раму из картона, то можно применить деревянную или пластиковую. Тогда для основы используйте гофрокартон, на который приклеивайте ткань полимерным клеем. Также нам понадобится бумажный скотч, термопистолет, немного молотого кофе, клей ПВА или полимерный клей, акриловые краски, акриловый лак, кисточка, спонж, а также любой декор. Я использовала шарик сизали, маленькую розочку из кожуры цитруса, желудь, бусины, полубусины, а также стрекозу. Как сделать такую стрекозу, ссылку я оставила в описании под видео. Приступаем к работе. Для работы нам понадобится пластиковая бутылка специфической формы. Она обязательно должна иметь суженную часть. На всех бутылках имеются вдоль такие тонкие линии. По этой линии разрезаем пополам и отрезаем верхнюю часть. Рама с основой у меня уже готова. Делала эту раму я специально под размер будущей турки. Как сделать такую раму, ссылку я оставлю в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. Ровно отрезаем вверх и... Перед тем, как приклеивать нижнюю деталь, внутрь плотно помещаем бумагу. Это делается для того, чтобы в процессе работы наш пластик не проминался. Далее оклеиваем основу бумажным скотчем.
Если у вас нет бумажного скотча, то основу можно оклеить салфетками или бумажными полотенцами при помощи клея ПВА и дождаться полного высыхания. Далее окрашиваем работу коричневой акриловой краской. Из плотного картона вырезаем полукруглую деталь. Это будет у нас тарелочка. Ее также окрашиваем коричневой краской. Для ручки турки я применю использованный фломастер. Кофейные зерна можно приклеивать как ровными рядами, так и в хаотическом порядке. Для примера я покажу вам фото своих работ с разными вариантами приклеивания зерен. Донышко можно оклеивать как кофейными зернами, так и шпагатом. Это уже по вашему желанию. Далее применим
применим небольшую хитрость. Так как зернышки у меня это арабика, а по цвету они все разные, и в работе не очень красиво это выглядит. Красивее, когда все зерна одного тона. Поэтому я беру коричневую краску на спонжик и аккуратненько подкрашиваю, тонирую наши зерна. Во внутреннюю часть турки приклеиваем молотый кофе. Можно приклеивать как полимерным клеем, так и клеем ПВА. Наносим немного золотого или бронзового металлика на верхнюю часть. Далее покрываем турку лаком.
В работе я использую вот такую стрекозу. Ссылочку на мастер-класс по изготовлению стрекозы я оставлю в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. Остальной декор уже по вашему желанию. И в завершении наносим акриловый лак на дополнительные детали. Стараемся работать аккуратно, чтобы не испачкать основу. После высыхания лака работа готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится, а также принесет пользу. Я очень рада, что количество моих подписчиков достигло уже до 30 тысяч. Благодарю каждого из вас за поддержку, за комментарии, за лайки, за то, что вы делитесь моими видео в своих соцсетях. Мне очень приятно. А я в свою очередь буду стараться и дальше радовать вас новыми интересными работами. Напоминаю, что для отдельного видео я жду фото ваших работ, сделанных по моим мастер-классам. Фото работ можно отправлять мне на почту или на Facebook, ссылочки в описании. Гости канала, если вам нравятся мои видео, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Всем вам желаю новых творческих свершений, вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!